доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте обязательно в плейлисты, их уже много. Я надеюсь, видео вам понравится, и вы оставите свои лайки, свои комментарии, подпишитесь, чтобы не потерять канал, и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Разные города, разные страны, вас очень много, это очень приятно. В своих комментариях вы показываете большую свою фантазию, и, естественно, вы большая моя поддержка. Я ж к вам с новым узорчиком. Это у меня будут сегодня ниточки Yarnart Jeans. Вот так вот выглядит этикеточка этих ниточек. Так, смотрите, это получается 55% хлопок и 45% полиакрил. Расцветочка у них разная. Это постельные оттенки, это могут быть яркие оттенки, очень классные. И крючок 3,5 мм нам здесь рекомендует производитель. Итак, вот мы берем 3,5 мм. И давайте начнем, например, с беленького. Чтобы четко было видно узорчик. Итак, кто уже давно на моем канале, знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня с вами давайте наберем 30 петелек. Вот как оно у нас сегодня будет. 30 петелек воздушных. Смотрите, как всегда, петельку первую мы фиксируем. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот наш образец. Что делаем дальше? Смотрите. Дальше мы с вами сделаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. А теперь посчитаем шестую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в шестую делаем накид. Вводим крючок в шестую вот эту петельку. Вытягиваем ниточку. А теперь будем провязывать столбик с накидом. Но смотрите, как будем провязывать. Вначале одну петельку, затем 2 петельки и 2 петельки. То есть у нас будет такой столбик немножко вытянутый. В следующую петельку вводим крючок. Точно так же провязываем столбик, одну петельку, потом 2 петельки, 2 петельки. И так далее мы с вами провязываем до конца ряда. Если вы точно так же набирали, как я, 30 воздушных петелек, у вас должно получиться 30 вот таких вот вытянутых столбиков. То есть ничего сложного. Договорились? Давайте, новички, отрабатывать будете вытянутые вот такие вот столбики. Встретимся в конце ряда. Здесь я вас встречу и дальше продолжим узорчик. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот провязали вот такую красивую дорожку из вытянутых столбиков, да? Смотрите, все ровненько, аккуратненько. Итак, добавляем новую ниточку, новый цвет. Вы можете продолжать той же ниточкой, которой вы начинали. Я хочу ввести новый цвет, новичкам показать, как мы вводим. Последние 2 петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. И дальше продолжаем, сколько у нас петелек по узору. По узору у нас 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Мы так вот имитируем столбик, да, вытянутый. Подтянули беленькую, подтянули вот такой вот, как чайная роза, такой цвет, да, темно-розовый. Это у нас будет имитация первого столбика, то есть мы считаем за первый столбик. И у нас необходимо будет набрать здесь 5 еще столбиков, итого получится 6. Столбики с накидом вытянутые. Получается 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Когда вы поймете принцип узора, вы узнаете, что здесь можно набирать любое количество петелек. Ну, не забегаем вперед по порядочку. Итак, 6 столбиков в моем случае провязали. И в седьмой столбик делаем 9 столбиков, вытянутых с накидом. Прям вот одну верхушечку и 9 столбиков. 1. Следующий. 2. Следующий. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9 и немножечко петелечку так подтянули. Вот у нас с вами образовалась вот такая вот большая ракушечка, да, состоящая из 9 столбиков. Что делаем дальше? Смотрите, видите, где начинается самый первый столбик? Вот, мы берем его за верхушечку, так, и берем вот эту вот петелечку, которая закончилась наше вязание. И вот эту петелечку нам надо будет протянуть через нашу вот эту вот верхушку первого столбика. Раз, протянули. Угу. Данный элемент декора поправили. Это у нас получается будет такая вот как бы шишечка, такой шарик, полученный из вот таких вот столбиков. Что делаем дальше? Смотрите, дальше мы с вами должны будем продолжить точно так же 6 столбиков с накидом. Не пропускаем ни одного столбика и продолжаем. Следующий столбик провязываем. Раз, два, три, четыре, 5 и 6. Вот должна получиться вот такая вот у вас интересная красота. Так, что делаем дальше? Опять в 7 столбик мы провязываем 9 столбиков с накидом. Итак, верхушку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и последние 2 столбика 8 и 9. Так, опять у нас такой большой веерочек, так, петельку оставили. Вот наш большой веерочек. Мы беремся за самый первый столбик, верхушку первого столбика, беремся вот за эту петельку, так, которая у нас образовалась во время вязания последнего столбика, и вот так вот провязываем. Опля, все, элемент декора готов, красота. И так далее до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Ну, прикольно же получается, необычно, да? Давайте. Так, смотрите, вот такая вот получается интересная красота, такие элементы декора, да? Этой же ниточкой, смотрите, делаем опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И теперь в каждом столбике мы будем провязывать опять вытянутый столбик с накидом. Угу. Смотрим внимательно. И где у нас шишечка, и где у нас нет нашей вот этой шишечки, кругляшечки. Везде провязываем столбики с накидом. Если вы изначально набирали 30 петелек точно так же, как и я, значит, у вас должно получиться точно так же 30 столбиков с накидом. То есть математика очень простая. Ничего сложного. Весь ряд столбики с накидом. Справитесь? Я думаю, справитесь. Давайте довяжем до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая ровная красота получается. Получилось точно так же 30 столбиков с накидом вытянутых. И смотрите, здесь я провязываю последний столбик не до конца, потому что я хочу ввести новую ниточку. Вы можете вводить, можете не вводить, но в моем случае я хочу вернуться к беленькой ниточке. Так? И, как говорила, последние 2 петельки столбика провязываем новой ниточкой. Раз. Сильно беленькую не тянем, потому что иначе край зажулькается. Аккуратненько. Угу. Подтянули только вот эту вот темно-розовую, как чайная роза. И дальше делаем 4 воздушные петельки, петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И вот здесь вот смотрите, вы можете продолжать делать вот эти вот загигулечки в таком же положении, но я хочу немножечко их сместить.
То есть, если здесь изначально набирала 6 столбиков, а потом вот эта загигулька, то теперь я наберу 4 столбика. То есть у меня они будут немножко так вот наискосок идти. Угу. Вы можете сделать их в шахматном порядке. Вы можете направить их наоборот, влево. То есть здесь вообще как ваша фантазия гуляет. Угу. Итак, смотрите. Вот это у меня получается первый столбик. 4 воздушные петельки – это имитация первого столбика. Значит, у меня осталось набрать еще 3 столбика с накидом, точно такие же вытянутые. Раз. Два. Три. Вот они, мои 4 столбика получаются. Далее, смотрите, опять в пятый столбик, в пятый, я буду набирать 9 столбиков, вытянутых с накидом. То есть повторяю предыдущий вот этот вот ряд с этой загигулькой. Раз. Повторю еще раз вам. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8 и 9. Точно так же оставляем чуть-чуть петельку, подтягиваем. Вот наш огромный вот этот вот веерочек. Берем первый столбик, так, а именно за верхушечку. Вот так вот вводим крючок в верхушку. И беремся за нашу петелечку. И вот эту нашу петелечку мы будем провязывать через первый столбик. Вот так вот. Раз. Подтянули. Угу. Вот. Получилась наша красота. Такой элемент декора. Все. И дальше продолжаем опять. Внимательно смотрим и провязываем 6 столбиков. Ну, в моем случае, в моем рисунке, да, с накидом. Опять вытянутыми петельками. 2. 3. 4. И здесь я сохраняю, да, количество наших столбиков. 5 и 6. Понятно, да? Вот. И опять я буду делать свою загигульку. Потом опять пропущу, получается, 6 столбиков. И опять такая загигулька. 6 столбиков и опять загигулька. Понятно? Давайте довяжем до конца ряда и посмотрим, что получается. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, смотрите, какая получается красота. Угу. Вроде так не затейливо, прикольно. Итак, смотрите, видите? Я сдвинула свои вот эти загигулечки, да, шишечки-загигулечки немножечко вправо. То есть не в шахматном порядке их сделала, да, между вот этими темненькими и светленькими, а чуть-чуть сместила. Вот. И вот так интересно получается. Вы можете точно так же сместить, вы можете сделать в шахматном порядке, повторюсь. Вы можете сделать как вашей душе угодно. Угу. Итак, что делаем дальше? Опять 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И в каждый столбик, да, верхушку каждого предыдущего столбика предыдущего ряда провязываем столбик с накидом вот такой вот вытянутый. То есть ничего сложного. Мы повторяем опять вот этот вот второй ряд темно-розовый. Он у нас, получается, состоит из всех столбиков. Не пропускаем ни одну вершину, получается, столбика. И провязываем вот таким вот образом до конца ряда. Ряд несложный. Как раз будете отрабатывать столбики с накидом. Договорились? Все, давайте провяжем до конца ряда. А здесь я вас встречу с новым цветом. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Закончили ряд. И присоединяем, я говорила, новый цвет. Да, в моем случае будет такой нежно-нежно-розовый. Смотрите, еще раз повторю. Последние 2 петельки столбика. Так, мы будем провязывать новой ниточкой. Так, берем ниточку и провязываем. Раз. И дальше у нас по узору получается идут 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Подтянули беленькую ниточку, подтянули кончик розовенькой, поворот. И смотрите, так как я хочу, чтобы у меня смещалось, да, вот так, и еще раз вправо, то здесь, получается, я делала 6 столбиков, здесь 4 столбика, значит, здесь буду делать 2. Один уже я сделала, получается. Делаю второй столбик с накидом, вытянутый вот такой вот. И в третий столбик я провязываю 9 столбиков с накидом. Делаю мою вот эту загигульку, да?
Раз, повторю еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. И все то же самое. Опять нахожу первый столбик своей верхушечки, ввожу крючок и в эту петельку, да, последняя, которая у нас получилась. Все. И вот таким вот образом я протягиваю петельку через первый столбик, подтянула и продолжаю дальше вязать свои вот эти вот, опять же, 6 столбиков. Угу. То есть между вот этими загигульками количество 6 столбиков сохраняется. Договорились? Все. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Все. Следующий у меня будет опять вот такая же загигулька. Видите? И они вот так вот аккуратненько смещаются. Чик-чик-чик. Договорились? Все. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков. Да? Посмотрим, как будут вот эти загигулечки лежать красиво. Все. Встречаемся через несколько рядов. Давайте. Так, девчат, смотрите. Провязала еще несколько рядочков. Видите, как они идут, бубочки вот эти вот, да? Наискосок, вот эти загигулечки, да? Бараночки, колечечки, как их еще можно интересно назвать. Вот, смотрите. Можно придумать разные цвета, можно сделать в одном цвете. Можно, в принципе, сделать для отделочки только один ряд, да? То есть не обязательно их в таком количестве делать, так много и так часто. Можно реденько. В общем, вариантов море. Так? В зависимости от ниточек такие же идеи появляются. Либо летний вариант, либо зимний вариант. Он получается у нас односторонний. Вот, изнаночка такая ровненькая, аккуратненькая. Вот лицевая сторона. Ну, смотрите, как классно. Итак, набирали, получается, 30 петелек. Да? И вот так вот мы замерим по верхушкам наших шишечек-бубочек. Ну, это получается 18 сантиметров. Так? И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я вот провязала рядов. Это, если от самого краешка до краешка по верху, 14. Так? 14. Ну, классно. Ниточки сами себе, конечно, очень хорошие. Это хлопок с акрилом, они очень мягенькие. Повторюсь, что расцветочки есть разные. Для детских как раз изделий самое то. Да? От вас, получается, жду комментарии. Не забывайте обязательно лайкнуть. Надеюсь, видео вам понравилось. И подпишитесь, кто еще этого не сделал. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.